Car X Drift Racing 2 – игра, на которую разработчики тратят очень много сил и средств, благодаря чему данный продукт получился очень качественным и играбельным. Но, как нам всем известно, в каждой игре, что в телефонной, что в компьютерной, есть баги, которые делятся на несколько типов. Вы на канале Catfish Studio, и сейчас мы поговорим об одном супер жутком баге в игре, который называется магнит. Ролик был создан при поддержке клуба Weekend Bears. Как я уже сказал, баги в игре делятся на несколько типов, и сегодня речь пойдет о таком баге, который не просто присутствует в игре, и всем весело от него и смешно, а даже мешает играть достаточно скилловым игрокам в эту игру. Баг называется магнит. Да, у вас в голове, наверное, сейчас вот этот вот магнит, ну и на самом-то деле он тут виноват. Короче говоря, в игре есть парные заезды, в которых задача первого игрока проехать без ошибок и ровно трассу, а задача второго преследовать первого и подъехать как можно ближе к нему, то есть все как в реальной жизни. Цель преследующего — подъехать в упор к автомобилю, но не касаться его, чтобы получить максимальные баллы за заезд. И знаете, благодаря вот этому вот магниту вы не сможете это делать. Суть бага заключается в том, что в игре есть разные автомобили, и они имеют разную физику, габариты там, к примеру, и все вот в этом роде. На некоторых автомобилях в игре есть вот этот вот баг, который называется магнит, и он просто подожжет вашу жопу до такой степени, что вы можете после этой игры сделать примерно вот так. Давайте покажу наглядно. Вот есть у нас машина BMW M2 и есть Viper. Вроде ничего подозрительного, да? Машина как машина. Заходим на любой конфиг и едем парный заезд. Постановка и... Ой, дисквалификация контакт. А как это? А что это? Я же вроде бы не коснулся его машины. Вы, наверное, можете подумать о том, что у машины просто ее хитбокс. Ну, хитбокс — это типа, знаете, физическая модель кодовая автомобиля. Как вам сказать-то? То есть машина выглядит так, а если типа посмотреть со стороны разработчика игры, то машина там, допустим, вот такая. То есть машина на самом деле больше, чем она выглядит. Но нет, в Car X Drift Racing 2 с хитбоксами вообще все супер замечательно и отлично. Здесь автомобиль какой вид имеет, такой же у него и хитбокс. Тогда в чем же проблема? А проблема вот. Как вы видите, я ехал просто... Я просто ехал прямо. И обычно. Не очень сильно уж прям приблизился к первому пилоту, соответственно, никакого контакта здесь и быть не может. Ну, потому что я в него не врезался, это же видно. Но когда я подъехал чуть-чуть ближе и решил отпустить кнопочку газа, игра такая типа... Пойдешь домой. Вот. На тебе дисквалификацию. Ты типа врезался. Из повторов видно, как работает данный магнит. Когда вы подъезжаете очень близко к первому игроку и отпускаете газ, игра решает к вам притянуть по каким-то неизведанным причинам первого игрока. И притягивает она его, как мы видим, так, что аж машина влетает со всей дури и столкновение получается. Ага, вот вам и магнит. Раньше это слово тоже мне ни о чем плохом не говорило. А теперь, когда едешь парный заезд и столкновение вот такое, то ведешь себя, ну, примерно вот так вот. И знаете, в чем самая главная соль этого бага? Одно дело, он тебе мешает играть в каком-то там топ-32 внутриигровом турнире, где в принципе там награда обычное серебро за победу, или ты там едешь со своим сокомандником, другом заезд. А другое дело, когда у тебя начинается какой-нибудь организованный людьми турнир, где-то перед его началом весь уже изгрыз себе ногти и повыдергивал волосы, потому что от нервов тебе некуда деть свои руки. И ты едешь в свои 3 попытки, и в этих 3 попытках у тебя проявляется вот этот вот сраный магнит, потому что ты тренировался очень много и подъезжаешь близко к сопернику, чтобы получить высокие баллы, но в итоге ты получаешь... Как говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда. И ладно бы получалось по своей вине, а получается по вине игры, извините меня. То есть игрок должен специально изначально ехать не на все свои 100%, так скажем. Он должен специально держать большую дистанцию и не нажимать определенные кнопки, чтобы данный баг не произошел во время турнира. Вы представляете, насколько это сложно и больно осознавать, да? Постановка, магнит вылетел из сетки. Все, конец. Конец турнира, которого ты ждал несколько месяцев. И
тренировался к нему. Обидно же ведь, правильно говорю-то? Данный баг присутствует не на всех автомобилях, и на этот магнит воздействует еще куча всяких факторов. К примеру, диски. Данный магнит работает только лишь на некоторых машинах и некоторых дисках. Поэтому теперь вы знаете, почему некоторые игроки суперскилловые не могут за вами проехать хороший и близкий заезд. Стать супер киберкотлетами, которые занимают каждый турнир первое место. Потому что им игра не дает этого сделать. Какой бы крутецкая эта игра ни была, в ней вот присутствует такой баг. Поэтому я предлагаю вам, именно вам помочь, мне и другим игрокам повлиять на это и сделать так, чтобы этот магнит навсегда исчез из нашей любимой игры. И мы могли участвовать в турнирах и проявлять свой настоящий скилл. Показывать, как мы умеем, а не как нас игра ущемляет. Я запускаю хэштег пофиксите магнит. Пишите его в комментарии под этим роликом на ютубе. Пишите его под другими роликами блогеров. Будет круто, если вы будете писать этот хэштег в группе по CarX официальный, чтобы разрабы все это видели. Если вы играли в игру и у вас случился магнит, записывайте видео, без разницы в каком качестве. Выкладывайте его на YouTube и пишите данный хэштег пофиксите магнит. Давайте вместе сделаем так, чтобы за этот баг взялись и пофиксили его. Мы хотим учиться, мы хотим показывать результат. Фу, бля. Вроде сказал. Магнит — это то, что мешает играть. Ну реально, вы посмотрите, я, может, претендовал этим... Да кто там мне все пишет, ёб твою мать. Магнит — это то, что мешает играть. Но реально, вы посмотрите, я, может, претендовал этим за этим на супер медаль годового гонщика золотого цвета 20 века, я там не знаю. А у меня тут такая шляпа, которая называется магнит. Не стесняйтесь, ничего не бойтесь. Случился магнит, записали повтор и выложили на YouTube с этим хэштегом. Хэштег пофиксите магнит. Кто, если не мы, игроки в этот проект, можем дать такую обратную связь разработчикам. Именно мы играем в эту игру и тестируем все на своей шкуре. И именно от нас зависит будущее игры. Как мы в нее играем, сколько мы будем в нее играть и на каком уровне мы будем это делать. Спасибо тебе, друг, за просмотр. И если тебе не сложно, поставь лайк под роликом и пиши хэштег пофиксите магнит в комментарии. Лайк и другие комментарии с этим хэштегом. Спасибо еще раз за просмотр. Обнял, поцеловал. Пока-пока.